ICGS. Друзья, всех приветствую, с вами IC Genius, и сегодня в этом большом обзоре рассмотрим и протестируем на моей пятиполосной акустике мощный стереоусилитель от компании Fosi Audio, который приходит в очень большой коробке весом почти 2 килограмма, и он получил название ZA3. Он оснащен качественным чипом типа 3255 и использует японские и немецкие комплектующие для просто исключительного качества звука. В общем, все как любят настоящие аудиофилы. А теперь давайте посмотрим, что находится внутри. Большой блок питания с напряжением 48 вольт и 5 ампер, что очень важно. Инструкция по использованию. И вот он, сам усилитель, полностью выполненный из алюминиевого сплава, весом 838 грамм, с плавно скошенными краями, и смотрится он, как по мне, вообще отлично. И не ощущается дешевым, да и со сборкой тут, друзья, все в полном порядке, никаких дефектов я не встретил. На лицевой панели у него здесь имеется переключатель с RCA на XLR, а рядом находится небольшой индикатор, который загорается ярким оранжевым цветом, когда усилитель включен. А кнопка, тут выполняющая функцию регулировки громкости, тут выполнена ближе к такому медному окрасу. И тут же рядом есть второй переключатель с режима стерео на моно. И для тех, кто не в курсе, для чего это нужно, я отвечу. Вы можете приобрести два таких усилителя и каждому отдельно подключить по одной колонке, обязательно выбрав режим моно, подключаясь вот сюда. Здесь также это подписано. За счет чего вы получите больше мощи на каждый отдельный канал, и это действительно работает, я проверял, но честно скажу вам заранее, тут мощи в этом усилке и так очень много, при том, что у меня не самая-то и простая акустика, не напольная, конечно, но раскачивает он ее просто по щелчку пальца с огромнейшим запасом. А вот сзади расположились все основные разъемы с четко подписанной маркировкой правого и левого канала, а именно два балансных XLR, аналоговый вход RCA, выход на активный сабвуфер и знакомые нам винтовые выходы для подключения акустики с возможностью использования переходника типа банан. А здесь имеется 12-вольтовый выход. И тут уже подключается блок питания, который идет в комплекте. И еще что круто, вы можете использовать этот усилитель для акустики в связке с ЦАПом Fosi Audio SK02. И по сути вы получаете вот такой годный сетап для использования с наушниками и акустикой. Ну а вся дополнительная техническая информация доступна здесь на официальном сайте Fosi Audio. Здесь же можно даже и приобрести сразу этот усилитель. И можно увидеть примерный и идеальный, как на мой взгляд, сценарий использования этого усилителя, особенно вот в монорежиме. Здесь же нам показаны сразу все его внутренности, рассказывается про ту самую систему рассеивания тепла и показано, как она работает. И что, как по мне, очень круто, это возможность установки другого операционного усилителя. Ну, для тех, кто любит поиграться вот со всем этим делом. Лично же я использовал его вот как есть. И также здесь есть вот такая таблица с выходной мощностью в стереорежиме, в моно, с использованием блока питания на 32 вольта, на 48 вольт. И разница между ними действительно по цифрам тут существенная. Ну и, конечно, от импеданса колонок тут тоже все значительно меняется, не забываем про это. Да и схему подключения акустики на всякий случай нам вот тут тоже разместили, поэтому проблем с подключением точно у вас никаких не возникнет, так как тут по сути это все просто. Ну и, конечно, немаловажно, я считаю, это измерение этого устройства. Многие аудиофилы обычно не поднимают такие темы, но я считаю, перед покупкой любого подобного рода девайса с этим обязательно нужно ознакомиться. Все измерения доступны на сайте AudioScience Review. Ссылку я оставлю для тех, кому это интересно, изучить все это. Единственное, что я сейчас вам покажу, это график частотной характеристики, зависимый здесь от импеданса
акустики. То есть при использовании 8-омной акустики тут немного усиливаются высокие частоты. А вот как раз при использовании 4-омной мы имеем точное и ровное АЧХ. Но для тех, кто имел уже опыт с усилителями D-класса, наверное, уже знакомы вот с такой вот их небольшой фишкой. И, наверное, иногда, особенно при использовании, например, неярких или колонок с заваленными высокими частотами, это даже пойдет на пользу. Ну и вот мы подошли к самой интересной части обзора, а именно к тесту усилителя Fosi Audio ZA3 на деле. И использовал при прослушивании я свою пятиполосную акустику от компании Sharp. Уверен, вам этот бренд о чем-то говорит. И впрочем, колонки, хоть уже и повидавшие многое, но тем не менее они до сих пор себя отлично показывают и по низким частотам, и по общей динамике и накачке звуком комнаты. А с этим усилителем раскрылись они вообще превосходно. А современные полочники, поверьте мне, даже не ровня им. И как по мне, эти колонки буквально опередили свое время. Поэтому менять их на данный момент я не вижу смысла. Даже если бы я брал сейчас другую акустику, то скорее тут не обошлось бы без сабвуфера, так как у многих полочников есть ощутимый спад на низких частотах. И любители глубокого и массивного баса точно будут расстроены. А здесь же другое дело. Единственное, что расположение акустики у меня сейчас не самое лучшее. В идеале их вообще по разным углам расставить, как можно дальше друг от друга. Но у меня банально стол не позволяет их так разместить сейчас. Поэтому пока вот использую вот так. Но возможно уже когда я себе поставлю новый большой стол, то я уже сниму другой тест с более правильным расположением. А сейчас я включу вам 3 тестовых трека по очереди, чтобы вы просто могли послушать, как они воспроизводят музыку с этим усилителем. Все-таки колонки уже довольно редкие, и найти их не так уж и просто. А вот ручку гейна я оставлю вот примерно на таком положении. А вывод по этому усилителю у меня получился таков. Fosi Audio ZA3 это отличный и, что самое главное, мощный двухканальный усилитель D-класса за очень приятную стоимость, предлагающий нам отличные технические характеристики с потрясной мощностью и максимально взрослым нейтральным звучанием. Все, что вам остается, купить хорошую акустику для использования с ним. Благо выбора сейчас очень много, и полочные, и уж тем более напольные для него
колонки раскачать вообще не проблема. Запас по громкости потрясающий, и по звуку мне абсолютно все понравилось. Колонки буквально получили вторую жизнь благодаря ему, так как использование со старым блоком от музыкального центра было крайне неудобным. Он и место занимал очень много, да и по звуку был не идеален. Особенно больше всего мне не нравились помехи и фоновый шум, который он улавливал. Здесь же абсолютная тишина и полный порядок. От себя я его определенно рекомендую. Ссылка на покупку этого усилителя находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки, писать ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за просмотр. С вами, как всегда, был Айсик Genius. Всем удачи и пока.